4 июля 2000 года авиалайнер Ту-154Б венгерской авиакомпании «Малев» выполнял рейс 262 по маршруту Будапешт-Салоники. На борту лайнера находились 86 пассажиров и 8 членов экипажа. Ту-154Б выполнял пассажирский рейс 262 из Будапешта в Салоники. Этот рейс должен был выполнять другой самолет Boeing 737-300 авиакомпании «Малев». Однако у авиалайнера возникли проблемы с двигателем, в связи с чем Boeing 737-300 был заменен на Ту-154. В 12 часов 35 минут самолет Ту-154 вылетел из Будапештского аэропорта. Весь полет проходил в штатном режиме. Небо над Салониками было ясным, видимость превышала 10 километров. Подходя к аэропорту Македония, экипаж рейса 262 получил указание выполнять заход на посадку на взлетно-посадочную полосу 34. Но затем им было дано исправленное указание выполнять полет по кругу для захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 28, так как полоса 34 была закрыта. Следом в 13 часов 54 минуты диспетчер связался с рейсом 851 Boeing 757 авиакомпании «Кондор», который совершал взлет из аэропорта, и дал разрешение занимать полосу 28 и поскорее выполнить взлет. Рейс 262 в это время был в 5 километрах южнее радиомаяка аэропорта. В 13 часов 54 минуты диспетчер повторил указание рейсу 262 по заходу на посадку на взлетно-посадочную полосу 28. Но на это диспетчер уточнил, что заход будет осуществляться с подветренной стороны, и попросил не спешить с посадкой. Это указание он дал для того, чтобы рейс 564, который только что приземлился, освободил полосу, а рейс 851, который уже был на взлетно-посадочной полосе, мог взлететь. Взлетная полоса 28 не имеет параллельной рулежной дорожки, поэтому требуется длительное время для ее освобождения самолетами после посадки. Через 1,5 минуты диспетчер увидел, что рейс 564 все еще на полосе, а потому дал указание экипажу Ту-154 выполнять доворот к югу. Но экипаж рейса 262 уже начал выполнять посадку, не ожидая указания диспетчера. Находясь в 6 километрах от торца полосы 28, самолет вошел в глиссаду. В 13 часов 56 минут рейс 262 находился в 3,5 километрах от торца взлетно-посадочной полосы 28 и начал выполнять S-образные маневры для задержки с посадкой. Когда рейс 564 освободил полосу, а через 10 секунд рейсу 851 было дано разрешение на взлет, в 13 часов 57 минут рейс 262 был в 1,5 километрах от торца полосы и на высоте 100 метров. Когда диспетчер разрешил экипажу продолжать заход на посадку, и через 7 секунд в 500 метрах от торца взлетно-посадочной полосы на высоте 70 метров дал разрешение на посадку. Рейс 851 в это время уже выполнил взлет и проходил на высоте 122 метров. Спустя 9 секунд после разрешения на посадку, в 13 часов 57 минут, диспетчер и также командир другого самолета рейса 564 передал экипажу Ту-154 срочно прекратить заход и уходить на второй круг, так как тот заходил на посадку с убранными шасси. Высота составляла 18 метров, когда экипаж доложил: «Уходим на второй круг». Одновременно рычаги управления двигателями были установлены на взлетный режим. Несмотря на перевод рычагов управления двигателей на максимальный режим, реактивные двигатели не способны сразу выйти на максимальные обороты. Самолет продолжил снижение по инерции. Через несколько секунд авиалайнер Ту-154 врезался нижней и задней частью фюзеляжа во взлетно-посадочную полосу 28 в 1100 метрах от ее начала. Самолет заскользил по полосе на фюзеляже. Тем временем двигатели вышли на максимальный режим, в результате чего авиалайнер начал набирать скорость. Проскользив по полосе от места первого касания 650 метров со средней скоростью 243 км в час, авиалайнер вновь поднялся в воздух. В 13 часов 59 минут
диспетчер на башне дал указание экипажу набирать высоту 1066 метров в северном направлении. В результате такого скольжения у рейса 262 была разбита антенна УКВ и огни в нижней части фюзеляжа. Серьезно повреждена обшивка, а на левой консоли крыла повреждена нижняя поверхность и оторвана часть закрылка. На асфальтовом покрытии взлетно-посадочной полосы были проделаны борозды длиной 350 метров, шириной 30 и глубиной 6 сантиметров, а поверхность полосы оказалась усеяна небольшими обломками. Несмотря на полученные повреждения, у экипажа не было никаких проблем в управлении самолетом. Даже серьезно поврежденные закрылки функционировали нормально, и двигатели работали исправно. Диспетчер объявил пожарную тревогу и дал указание проверить взлетно-посадочную полосу. В 14 часов диспетчер на башне дал указание рейсу 262 удерживать высоту 1066 метров к северу. На это экипаж доложил, что у них сложности в управлении, и они запрашивают приоритет на посадку. Из-за связи с другими рейсами башня ответила только через 51 секунду. Малев 262, связь с подходом на 128. Такая команда объяснялась тем, что северное и южное пространство аэропорта контролировалось диспетчером подхода, но в данном случае рейсу 262 требовался приоритет на посадку, поэтому командир экипажа отказался переходить на новую частоту и в 14 часов 1 минуту подал сигнал тревоги «Пан-Пан». Не получив ответа, в 14 часов 2 минуты экипаж повторно связался с башней с целью получения прямого захода на посадку, на что получил указание сохранять высоту 1066 метров к северу от аэропорта и переходить на связь с подходом, так как полоса занята. В ответ экипаж еще раз дал тревогу «Пан-Пан», но диспетчер им не ответил, так как в этот момент вел переговоры с пожарной службой аэропорта и другим рейсом. В 14 часов 4 минуты экипаж уже третий раз объявил тревогу «Пан-Пан», на что диспетчер пояснил, что требуется время на очистку взлетно-посадочной полосы от посторонних объектов. В 14 часов 7 минут экипажу было дано разрешение на посадку. В 14 часов 9 минут рейс 262 вышел на посадочную прямую в полосе 28. В 14 часов 13 минут рейс 262 с выпущенными шасси без проблем выполнил посадку в аэропорту Македония. Все 94 человека на борту не получили травм. Пожара при посадке не возникло. Расследованием причин аварии рейса 262 занялась комиссия по безопасности гражданской авиации Греции. Согласно отчету, причиной происшествия послужили ошибочные действия экипажа, который, несмотря на предупреждение диспетчера, не прервал заход на посадку, а начал выполнять резкие маневры на низкой высоте, а после получения разрешения на посадку не выполнил в полном объеме контрольную карту перед посадкой. Сопутствующими факторами стало отключение сигнализации GPVS, в результате чего не сработала сигнализация о невыпущенных шасси, а также недостаточное взаимодействие между пилотами. При прослушивании речевого самописца было замечено, что когда лайнер пролетел над одним из холмов на высоте 91 метра, в кабине раздались два звуковых предупреждения GPVS. Однако, когда самолет с убранными шасси снизился над полосой, эта система уже не звучала. На основании этого комиссия сделала вывод, что экипаж ее попросту отключил, чтобы она не звучала все время. Затем, спеша с посадкой, экипаж не стал полностью проверять контрольную карту перед посадкой, поэтому забыл выпустить шасси. Самолет Ту-154Б получил ущерб на сумму более $2 миллионов, поэтому авиакомпания «Малев» подарила самолет аэропорту Македония. Фюзеляж самолета разместили возле диспетчерской вышки, где практиковались пожарные службы аэропорта. Весь летный экипаж рейса 262 в наказание получили огромные штрафы и были уволены из авиакомпании, а командир воздушного судна был приговорен к условному сроку.